Добрый вечер, это программа «Дилетант», я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы продолжаем изучать историю, хотел бы сказать я всегда так начинаю нашу программу, но сегодня мы не такую уж глубокую историю окунемся, а посмотрим фактически на день сегодняшний, может быть, даже на завтрашний. Хотя все равно от истории никуда не деться. Да? И тема нашей сегодняшней программы – это в какой-то мере подведение итогов, хотя, наверное, еще итоги правления Владимира Владимировича Путина еще рано подводить, но итоги правления за 20 лет, как за конкретный период, это уже делать, наверное, можно. За начало его правления, да? Да. И я представлю своих сегодняшних собеседников с удовольствием два известных политолога, Валерий Соловей и Дмитрий Орешкин. Добрый день. Добрый день. А вот скажите мне, так, я думаю, с чего начать? Ну вот давайте начнем вот с чего. За эти 20 лет, тем не менее, даже, может быть, чуть-чуть больше, за те годы, скажем так, когда Путин в политике, да, мы его видели в разных ипостасях. Да? Он же начинал там еще в Петербурге, как вице-мэр, потом Москва, там прошел, между прочим, через достаточно тяжелый, я имею в виду с политической точки зрения, период, не то чтобы не признания, но когда Собчака не переизбрали. Внутренняя миграция. Да, в Москву, из Петербурга в Москву. Из Петербурга в Москву. Вот. Он, на ваш взгляд, он эволюционировал в своих политических взглядах? Или, собственно говоря, все, что мы сегодня знаем о Владимире Путине, все то, что мы видим во Владимире Путине, было уже и тогда, но просто в другом контексте? Лично я-то думаю, что и то, потому что в человеке всегда есть какие-то заложенные свойства, которые в зависимости от среды, в которую он попадает, расцветают или вянут. Конечно, Путин всегда был державником, да, это безусловно. Конечно, Путин всегда был силовиком, тоже безусловно. Но начинал он как вполне сформировавшийся либерал, и первое обращение к законодательному собранию в июне 2000 года, оно, самое важное там было, что он говорил, что надо укрепить государство для 3 вещей. Чтобы закончить борьбу с криминалом, чтобы снизить налоги и чтобы привести к правовому регулированию, так скажем, административный пресс убрать. И это было абсолютно логично и правильно. И для этого, он говорил, надо укрепить вертикаль. Он начал укреплять вертикаль, а потом, как всегда, средство превращается в цель. Он до сих пор эту вертикаль укрепляет, повышая налоги, увеличивая криминально, во всяком случае, скажем, коррупционную составляющую и увеличивая административно-бюрократический пресс и на население, и на людей. То есть, в некотором смысле, он начинал за здравие, а заканчивает за упокой. Наш упокой, Дмитрий. Наш упокой. Свое здравие. Я бы сказал так, упокой нам только снится. Мне не снится упокой. Я не знаю, что вам снится. Я вот с Дмитрием согласен, но не до конца. Я объясню, чем. Я согласен с общей логикой, что у человека всегда есть то, что проявляется в зависимости от контекста, есть что-то, что меняется. Я не уверен, что Владимир Владимирович был когда-либо либералом. Я думаю, что он был прагматиком. И когда он в 2000 году говорил, он исходил из того, что в условиях низких сырьевых цен, они были, безусловно, низкие, и в условиях очень слабых внешнеэкономических и внешнеполитических позиций России выгодно и правильно быть либералом. А что касается того сущностно нового, что у него появилось вот именно за последние 20 лет, это стало проявляться с 2000 года, или формироваться точнее, не проявляться, именно формироваться, это очень сильный мессианский комплекс. Он сейчас абсолютно уверен, и это у него ощущение сформировалось в течение первых нескольких лет правления, что он поднял Россию с колен, он вернул ей статус великой державы, что его великая миссия не только восстановление России, но и стать неким духовным, превратить Россию в духовного и политического лидера современного мира и даже изменить карту Европы. И уже через 10 лет, первых путинских 10 лет, это наглядно проявилось во время волнений
11, 12, 13 годов, потому что в тот момент он исходил из предпосылки, что народ вообще его обожает, просто обожает. Но нашлись зловредные люди в России, которые при поддержке западных, кстати, спецслужб именно, они спровоцировали недовольство. Но это проявление Это на самом имеется в деле... виду Болотное? Это... Да, на самом деле это проявление как раз профессиональной паранойи, потому что все разведчики, в любой стране, кстати, мира, они профессиональные параноики. Это вот результат его такой групповой социализации. Но вот этот мессианский комплекс, абсолютная уверенность в том, что он всегда прав во всех своих решениях, это то, что сейчас составляет стержень его личности. И этот комплекс, он формировался и усиливался последние 20 лет благодаря окружению, которое ему на каждом шагу поддакивает, говорит: Владимир Владимирович, вы гений, гений. Мы просто без лести говорим, и даже скромно, вы гений. Ну, так я вот как раз хотел вам сказать, как бы занимая такую сторону народа, что ли, да, что у него там, не знаю, комплекс, не комплекс, но так оно и есть. Что он гений? Ну, практически да. Практически да. Мы же кто мы видим, такие, что люди-то тоже так думают. Они ходят и за него голосуют. Они искренне так думали, мне кажется, искренне так думали первые 8-9 лет. Потому что росли их доходы. И даже если им, как Дмитрию и мне, не нравилось ограничение политических свобод, сокращение конкуренции, то люди сделали рациональный выбор. Да, но зато же наши доходы растут, и растут заметно. Мы, наконец, стали, помните, стали заметно лучше одеваться. Более лучше потреблять. И это был рациональный выбор. Больше, да. Зажиточность в обмен на свободу, на политическую свободу. Знаете, у меня вот, знаете, такая параллель возникла. Помните, собственно, помните, мы все, конечно, это помним, когда начался период терроризма, я бы сказал, да, террора, да, и особенно после 11 сентября, ведь во всех странах мира фактически, в первую очередь там в Америке, да, встал вопрос ограничения личных свобод во имя безопасности. Да? Эта дилемма стояла и до сих пор стоит. Да? По поводу персональных данных, по поводу слежки, миллион всяких вещей. И я очень хорошо помню разговор, не буду называть тогда фамилию, с очень известным российским либералом, демократом и всеми другими. Мы догадались. Не догадаетесь. Хорошо. Я даже знаю почему. Я вам потом объясню почему. Который говорил: я готов пожертвовать какими-то там свободами политическими ради эффективных экономических реформ. Это было распространенное мнение, Дим. Это помните, среди русский, наконец, да? к власти пришел. И если вы помните Пиночет. заявление Чубайса, давайте, все-таки у нас историческая программа, я хочу немножко туда вернуть. И я помню заявление Чубайса накануне 2000 года, да, по поводу построения либеральной империи. Да? То есть понимали примерно, что идет человек не чистопородный либерал, да? Вот, а с примесями, скажем так. Но в то же время была надежда на то, что вот именно такой человек тогда нужен был для того, чтобы покончить с безобразиями, как считается и как считалось 90-х годов, и для того, чтобы выстраивать нормальную жизнь. Знаете, это было заложено на самом деле и в замысел вот этого преемничества, перехода от Путина к Ельцину. Те люди, которые эту концепцию сконструировали и реализовали, они исходили из того, что уж третий раз Владимир Владимирович президентом не будет. Эти люди подвели к нему и Медведева. Они планировали, что Медведев, отбыв первый срок, пойдет на вторые выборы, и страна будет как раз переходить постепенно к пути ползучей либерализации, демократизации. Помните, это медведевская «свобода лучше не свобода» и тому подобные вещи. Того, что произошло в 2011 году, в сентябре, эти люди совершенно точно не ожидали. Вот совершенно точно. Можно спорить, способна ли вообще была хоть какая-то голова в 2000 или в 99 году предвидеть подобный поворот. Я не уверен, что
люди способны оказаться такими, знаете, гениальными провидцами. Ну, были, я помню, Были даже среди предостережения, коллег говорили, нельзя, и были спецслужб, там, и так далее. предостережения. Но в тот момент это казалось логичным выбором в 1999 году. Это казалось логичным, этот выбор исходил из общественного запроса элит. У меня такое ощущение, что, в общем, все, за небольшим исключением, приняли его позитивно. И эта позитивность с ним очень долго шла и сопутствовала ему. Это, мне кажется, было в этом смысле массовое умонастроение. На Западе говорят, что неудобно себя человека спрашивать о зарплате, за кого он голосует и верит ли в Бога. Но я честно признаюсь, что я в 2000 году голосовал за Путина. Не видя в нем идеального... Зюганова, что ли? Какой вариант был? Зюганов, да. Примаков и Путин. А тогда Харитонов в 2000-м. Сельскохозяйство, это аграрная партия. Ну, это то же самое, что Зюганов, его филиал. Это правда. Мне казалось, что я да. понимал, что он может пойти и туда, и сюда, и сюда, но заставим пойти в нужном Подавляющее направлении. большинство голосовало так, как мне кажется, мы немножко теоретизируем и слишком умствуем. Потому что есть вещи, которые даже вне конкретной личности. После 90-х был очевидный запрос на консолидацию, на наведение порядка. Там, и что-то типа Путина должно появиться было, мне кажется. Потому что вы говорите, что произошел размен материальных благ на некоторые ограничения, права. Да. Я думаю, что это не был размен. Я думаю, что и запроса особенно на права не было. А вот на материальные блага запрос был. Он всегда есть. Он всегда есть. Да. Везде. Кушать хочется всегда, и ботинки детишкам надо покупать, и тетрадки. Все это в Советском Союзе не было. А вот когда этот запрос, благодаря рыночным реформам, непопулярным там, и каким угодно, был решен, когда появился частный бизнес, который наполнил магазины, стал вопрос о том, что, как Гайдар говорил, у вас сейчас проблемы купить то, а будет потом одна проблема, где взять денег. И все ему аплодировали, говорят, отлично, вот нам это очень нравится. Потом, когда пришел вопрос с тем, что где взять денег, значит, тут все стали говорить, а в Советском Союзе денег было много, значит, и все. Ну, так, я сейчас в сторону отхожу. И не надо нам то. Да, потому что оно и так есть. Как бы. Вот сейчас человеку говорить, что в магазине может быть чего-то не быть, это просто смешно. А тогда это было весьма актуально. Так вот, когда страна наелась, ей захотелось почувствовать некоторого величия, в частности. Старые песни о главном послушать. И здесь, конечно, появляется молодой, не пьющий, спортивный, продвинутый, со свободным немецким, живущим в Германии, там, замечательный персонаж. И, в общем, я согласен с тем, что да, все думали, ну, он 20 срок отработает, а потом что-то другое. И вы почти дословно процитировали Михаила Борисовича Ходорковского, который говорил мне, что, вот мы как-то с ним эту тему обсуждали, что если бы Путин ушел после первых 2 сроков, он навсегда вошел он в был бы историю. самым эффективным политическим лидером за последние, там, может, 200 лет. Согласен полностью. И так оно и есть. Однако, и не потому, что сам Путин такой вот, хотя это тоже да, но потому что за ним контора, за ним корпорация, за ним определенные интересы. И... То есть он тоже заложник? Конечно. В некотором смысле, я думаю, да. что все-таки я понимаю эту логику, но мне это кажется серьезным преувеличением. Они заложники его, они от него всецело зависимы. Это просто игра. Он мог преспокойно уйти. Ему ничего не грозило. Им, в общем, честно говоря, особо в тот момент не грозило тоже. Жизням их ничего не угрожало свободе. Материальным активам, да, могло угрожать. Ну, какая жизнь без материальных активов-то? При тех активах, которые имели, жизнь была бы очень-очень неплохой. Слушайте, но в то же время давайте опять чуть-чуть в историю. Короче, уйти не смог. Чуть-чуть подальше в историю. Там что-то я вспомнил сейчас про Хрущева. Да? Смотрите, вот все реформы хрущевские, там все, Хрущева тоже, да, он не был генеральным секретарем, он был первым секретарем, но неважно, да, первое лицо в стране, да. В той стране, где первое лицо решало все, да, а уперся он в стену чиновничью. Да, и, в общем, фактически чиновничество, правильно? Фактически чиновничество его уничтожило. Аппарат, ну да. Аппарат. Вот, и с помощью аппарата он пришел это к власти. Я в том смысле, кто чей заложник, понимаете? Ну, я думаю, что это всегда палка о двух концах. Конечно, Извините за конечно, такую банальную диалектику.
Но, тем не менее, в то время существовала возможность совершенно беспрепятственного ухода. Действительно, это был бы, мне кажется, шаг стратегический. Вы про Путина, а не про Хрущева. Да, про Владимира Владимировича. У Хрущева шансов не было. Шансов не было никаких. Тем более, что существовал условно такой штатский аппарат чиновничий, еще влиятельный. Существовал параллельный штат, который выстроил Владимир Владимирович из офицеров спецслужб. Да. Они не обладали тогда тем всемогуществом, которое обладают сейчас. Почему он остался? На это есть вполне конкретный ответ. Я могу вам, так сказать, привести два объяснения, которые в этом кругу фигурируют. Это не означает, что они исчерпывающие. Значит, первое, это история с Южной Осетией. 2008 год, да, когда Путин уже был премьером, он находился в Пекине. Растерянность действующего президента Медведева. Это был 2008 год, август. Грузинская война. Грузинская война. Я понимаю, потому что я в этот момент был в Пекине на Олимпиаде, да, вот но Путина там еще не было в этот момент. В тот момент он как раз прилетел, он находился в Пекине. И вот с точки зрения той части правящего сословия, которая принадлежит к силовикам, Медведев в кризисной ситуации оказался неадекватен вообще, он отсутствовал как президент. Это одна кризисная ситуация. Вторая кризисная ситуация – это уже экономический кризис конца 2008-2009 годов, когда решением всех вопросов приходилось заниматься не президенту, а именно премьер-министру. И Путин действительно этим занимался. И у него тогда появилось убеждение, что он наконец стал разбираться в экономике, разбирается глубоко. То есть был сделан вывод на основании вот практики этих нескольких лет, что Медведев не готов пока управлять страной. Никто не готов. Кроме, нет, естественно, были добрые люди, которые приходили, что он по сравнению с тобой, ты посмотри, как вообще можно сравнивать? И, конечно, эти языки льстивые, они страшнее любых рациональных аргументов, влиятельнее, точнее. Я бы только одно здесь добавил, что было бы странно ожидать, что Медведев окажется способен управлять страной. Потому что его специально подбирали по принципу такому, чтобы был спеленутый. Я согласен. Возможно, это было, знаете, такая рационализация, что мы специально такого человека выбрали, на фоне которого величие премьер-министра и бывшего президента становится особенно заметным, тем самым психологически обосновать. Но вы вспомните, какая была острая и крайне негативная общественная реакция, отнюдь не только элитарных слоев, а на то, что на возвращение Путина, на эту рокировочку. Люди же были недовольны. Они были крайне недовольны. То есть это означает, что у нашего все-таки общества здоровый инстинкт был. Оно поняло, что надо менять, уже пора менять. Конечно, мы ожидали, что будет по правилам, значит, один порулил, другой порулил, а потом мы, в конце концов, можем выбрать. Да. А здесь сказали, нет, ребята, мы здесь уже договорились, на следующий срок идет Владимир Владимирович и так далее. И тогда была реакция негативная, но довольно в узком слое, московская интеллигентная публика, потом была эта болотка и так далее. Но я бы хотел, честно говоря, сейчас перескочить уже к сухому остатку. Вот 20 лет прошло, первые 10 лет, условно говоря, успешные, вторые 10 лет, плюсе, грубо говоря, торможение, там, отставание, под пафосные разговоры о вставании с колен. Сейчас когнитивный диссонанс у людей, потому что вроде как вставали, а находимся где-то ниже плинтуса, по ощущениям. Я думаю, что проблема сейчас вот в чем. Ни в коем случае трудящимся нельзя вынимать голову из телевизора. Потому что если вынешь, там пусто, простудится наказывать, сразу. думаете, станут скоро? Нет, это само собой. Нет, то, что я из лучших пожеланий, потому что если человек вынет голову из телевизора, она у него мокрая, там, внутри у него сквозняк, можно получить какое-то серьезное заболевание. Потому что ты понимаешь, что за последние 20 лет Россия ухитрилась поссориться с лучшим, ближайшим, самым родственным народом. Все, Украина из нашей сферы вышла. За эти годы в 2 раза сократилось число говорящих на русском языке. За эти годы экономика откатилась на 12 место по объему ВВП в его, так скажем, реальном вычислении. Мы уже отстали от Южной Кореи, например. На 12-м, а были? А были, 2-е, 3-е, там, раньше 4-е.
Да? Да. Вот так высоко был? Мы были достаточно высоко. Ну, у нас темп был, роста- сейчас, секунду, да, извините, было да. 2 с чем-то, это же долларовое исчисление, 2 с чем-то триллиона, а сейчас хорошо 1,5, 1,7, просто потому что рубль упал. Да, рубль упал. Доля мирового ВВП вы имеете? Да. Да, правда, скороче. Значит, Южная Корея уже нас обогнала, Канада там и так далее. Но при этом мы все, если ты сидишь головой в Это телевизоре, как на душу населения, да? Или нет? нет, это объективно. в мировом ВВП. А если глобальном, если на душу населения, то еще хуже, потому что в Корее в 2 раза не меньше, очень, да. в Южной Корее, чем у нас население. Не будем углубляться. Ну, в общем, если всерьез посчитать дебет и кредит, то, в общем-то, минусов получается побольше. Ну, итог плачевный. Я вам попробую возразить. Это моя задача. Смотрите. Как телевизионного человека. Смотрите, не преувеличиваем ли мы значение вот всех этих факторов, о которых Дмитрий только что сказал, для жизни рядового обычного человека? Неужели кто-то, вы думаете, сильно озабочен? Вот человек, зарабатывающий деньги, содержащий свою семью, с малым или средним бизнесом. Я даже думаю, да простит меня Бог, что и Украина его не сильно волнует. А уж сколько людей говорит на русском языке в мире, его тоже не сильно волнует. Я думаю, Дима Тут несколько фишка иное другого. имел в виду, Я же да. имел в виду, что про родину мы поднимаемся с колен, там, а персонально, по сравнению с советскими временами, конечно, гораздо лучше. Ты можешь иметь частный бизнес, больше ты можешь того. покупать книжки, какие хочешь, ты можешь ездить за рубеж, другое дело, что денег уже мало для этого. Но это не заслуга Владимира Владимировича Путина, это заслуга 90-х. Они же не знают. А если мы говорим про восприятие людей, то это отдельный разговор. Вот Люди восприятие людей, вот я верят с молодыми Владимиру- людьми говорю, Да. такая, как вы раньше говорили, внутренняя миграция, да, только не из города в город, а просто от государства. Да. Да? Бегство от Если государства есть, если ты да. вне И государства, к Путину при этом. Потому что у Путина рейтинг отчаяния. Путин, помоги. Да, потому что больше или вне Сталин, или государства Путин. ты живешь, да, где государство не нужно, и ты государству особенно не нужен, ты не ходишь на площади, ничего, то жизнь очень неплохая, я вам хочу сказать. Потому что я смотрю, немножко ухудшается. забиты кафе, забиты рестораны, Это огромное Москва. количество. Да? Это И я Москва. говорю с молодежью, там, в том числе там, со своими детьми, с их друзьями. А я не могу сказать, что они недовольны вот такой нормальной своей жизнью. Понимаете? Они не олигархи, не олигархи. Значит, я не никакие, хочу не- перебивать Нет, Валерия, нет, но, пожалуйста. Ничего. значит, смотрите. Это нормально. С одной стороны, мы же... Да, есть люди, которым Путин очень нравится, и он долго будет Не нравиться. нравится им Путин, и Путин не нравится. И Но живут они безразличен. нормально. Ну, я многих людей встречал, и социологи об этом говорят, которые поддерживают. Прежде всего, потому что они не видят альтернативы. Вот кто кроме. А во-вторых, это рейтинг отчаяния, потому что ты не веришь Медведеву, не веришь в партии, не веришь в парламент, не веришь в судам. Надо же в кого-то верить. Некоторые в Сталина начинают верить, что в прошлом было хорошо. Некоторые, а кого еще поддержать? Своих-то надо поддерживать. Но я говорю про невосприятие человеческое. Я говорю про объективный процесс. Показатель. Россия теряет население, Да, про статистику в конце территории концов. дичают, люди квалифицированные уезжают, союзники делаются, прости господи, раньше была Украина, теперь Иран. Большая радость, да? Турция, там с кем мы играем-то? С Сирией. Мы отошли, а в Европе, приглашают посидеть там на краешке стула, но, в общем, всерьез уже как бы не держат. Так что, когда я говорю, что плохой, сухой остаток, я имею в виду именно мою страну. А то, что людям нравится, но это в значительной степени их субъективное восприятие. Путина страшно любят за рубежом соотечественники. Кстати, обожаю. Обожают это. Но они правда. живут просто материально в другом пространстве, а ментально в этом. И это тоже интересно. Я в Америке, в Штатах как-то встречался там с какими-то пожилыми, причем в основном с Украины, хотел сказать, они там, это в основном там евреи, выехавшие туда, да, но они, естественно, называют себя русскими, там, да, поскольку русскоязычные. И вот такая встреча, что-то я с ним рассказываю, а это был 2014 год. И вот две позиции взаимоисключающих, которые меня потрясли совершенно. Один сказал, меня там просто до истерики они там поднимали, так, знаете, с южным темпераментом, скажем так. Как вы могли?
как это вообще возможно, да? Там, ну, все, что произошло на Украине, Крым там, и так далее. Это был первый посыл. Они меня доставали, как это вообще возможно, чтобы Россия так поступила. А второе, что было, какой Путин молодец. Не то, что наш Обама. Абсолютно. Вот. Это, кстати, нормально для человеческого сознания. Вот такая шизофреничность, это скорее норма, чем исключение. Конечно, норма, правильно. А что касается вот того, что вы, Виталий, затронули, это очень интересная тема действительно для разговора. Знаете, капитализм, это можно связывать с Путиным, я бы сказал, российский капитализм создал структуру повседневности. Они комфортны, особенно в больших городах. Вы можете наслаждаться... Для upper middle класса. Да, это одна сторона. Вторая сторона дела, что есть объективные тенденции, они фиксируются цифрами, они описываются статистикой, реально располагаемые доходы снижаются уже 6 лет подряд. Но что самое главное, что показывает социология, это первое, что люди не видят будущего. Его не видит молодежь. Иначе бы она не пыталась покинуть Россию. Его не видит средний класс. Этого будущего не видит наше поколение. И второе, это колоссальный запрос на перемены. Причем перемены уже самого кардинального свойства. Смотрите, если Левада говорит, 60% хотят кардинальных перемен и 30% частичных, это уже сопоставимо с 91 годом. И 53% готовы уехать. Да, это колоссально, особенно для молодых людей. Да, они наслаждаются жизнью. Прекрасно. Мы можем наслаждаться. Вот сейчас, выйдя из студии, здесь обилие кафе на любой вкус, различные. В этом смысле Москва действительно мировая столица. Если об этом не думать. Да, если... Ну а что дальше? Человек устроен так, что он не может только наслаждаться. Он неизбежно задумывается о том, что дальше. А в настоящем все-таки есть подспудная очень сильная тревога. Она есть. Она сейчас буквально разлита в воздухе. И когда люди эту тревогу экстраполируют, они думают, черт, ну не лучше ли уехать, несмотря на весь этот комфорт? Ну, уехать это очень тяжелая история. Это колоссально. Это очень трудно, для молодых даже не психологически, даже для материально. молодых этот трудно. выбор легче реализовать. Да. Да, для нас уже, Тем более мне сейчас кажется, немножко другое маловероятен. восприятие. Да? Ты уезжаешь, но ты можешь глобальный вернуться. мир. Да, это конечно, в глобальный советские мир. времена, как в прорубь. Тогда Билет в уезжали один на конец, вечер. да, и все. Поэтому... и Слушайте, а тут, мне, знаете, да. какой я немножко в сторону хотел уйти. Ведь вот такая реакция, что ли, на радикальные реформы, там, как у нас были в 90-х, она же была практически во всех странах бывших. Ну, у нас-то болезненнее всего. И это другой вопрос, но она везде была. Да, конечно. И в Польше, и какая-то реакция такого, ну, фактически... Как говорят в народе, фрустрация. Ну, это шок называется. это был колоссальный шок. Да, но после шока, да, я помню, в Литве там Бразаускас вернулся тогда вот коммунистический. Левый поворот. Реставрация, Ну, левый да. поворот. Можно да. левым назвать, Ну, можно его державным назвать. социал-демократические. Ну, некая реставрация. У них да, а у нас реставрация чекистская. Даже в Германии, в восточной части, даже там, казалось бы, объединившаяся страна, и то там существует ностальгия по ГДРовским временам. Еще какая? Да, Ностальгия. ну вот так у нас называется. на этой ностальгии, конечно, Владимир Владимирович поднялся, он ее эксплуатировал. Ну, посмотрите, каковы политические результаты. Вот Россия там присоединила или аннексировала Крым, да, в зависимости от точки зрения. Хотя это одно и то же слово, просто на разных языках. Но оттенок придает ему совершенно различное звучание. Да, но это все. Вот вы правильно сказали, Украина уже никого не интересует. Никого, она надоела. Сирия, об этом никто Она вообще уж, не хотел бы по-моему, Европу не слышать. интересует. То есть вот это державное чувство компенсации за реальное или кажущееся унижение 90-х годов, оно уже сполна удовлетворено. Сполна. Вот именно фактом А в чем присоединения унижение или Крым. А уж так воспринималось. Так ощущалось. Это ощущение. Это было массовое ощущение. Мы можем обсуждать, насколько оно было обосновано или не обосновано. Видимо, во многом это было просто неизбежно происходившее. Но люди так ощущали. Путин использовал это. Общество получило компенсацию, но оно довольствовалось незначительной компенсацией. Потому что если вы зададите вопросы, хотят ли люди жертвовать чем-то ради восстановления величия Советского Союза, нет. Теоретически готовы, а практически идите, а мы вас поддержим. Это тоже к вопросу о сталинизме. О, Сталин, да, величайший государственный деятель. Задайте вопрос, вы хотите Вот при он. Сталине? Хотите при Сталине жить? Нет. Нет. Даже самые ярые сталинисты, но нет.
Ну, в теории, конечно. Молодежь некоторые хочет, потому что она плохо представляет себе, что это Она вообще просто такое. все романтизирует в силу незнания истории. Логика очень простая. Смотрите, есть два главных ментальных таких фактора при крушении Советского Союза. Значит, экономические, хозяйственные передряги и восприятие процесса. Все, условно говоря, освободившиеся страны социалистические и даже внутри советские, ну, Прибалтика, например, там Грузия, они передряги, неизбежные, связанные с крушением прежней экономической модели, компенсировали ощущением собственной государственной значимости. Зато мы теперь независимы. Да, а в России наоборот. Национальное освобождение. Да. А в России наоборот. Была метрополия, И страна грохнулась. Гибель великой страны. И поэтому мы вдвойне болезненно Гибель все это державы. переживали. Гибель И империи. когда вот экономика начала чуть-чуть восстанавливаться, тут пришел Владимир Владимирович и принес нам на подносе это ощущение, что Величие, мы да. все-таки крутые. Да? Вот мы все-таки вот чеченцев нагнули, грузин нагнули. 3 всплеска популярности, 3 войны. Да? Чеченская, грузинская, украинская. Наелось вот это чувство державной неудовлетворенности, комплекс неполноценности, комплекс обиды, называйте как угодно. И сейчас люди начинают задней ногой чесать в затылке. Вот вроде как всех победили, вроде как поднялись, жить лучше не стало, а жить что-то лучше не стало. И вот Но я думаю, что ощущение есть, зато Нет, оно достоинство. работало, но оно перестало выполнять компенсаторную С колен функцию. встали Оно там. совершенно очевидно перестало выполнять. Вот даже вот это чувство, которое было характерно для мужчин в крупных городах, ну, внутренняя политика Владимира Владимировича, ну, какая-то такая, а внешняя, это Да, отлично, молодец, Это да, чувство крутой. уже прошло. А в провинции самый главный страх женщин – это страх войны, потому что у них дети. Главный страх провинциальных женщин. Ну, даже в Москве, потому что гордились внешней политикой, в основном это мужское занятие, гордиться внешней политикой. Даже здесь уже перестали, потому что не видят никакой связи между внешнеполитическими достижениями, реальными или кажущимися. Вы же знаете, что многие достижения – это просто пропагандистская мифология. И личными доходами, личным благосостоянием и уровнем жизни в стране. я по этому поводу вспомнил замечательную историю на Дальнем Востоке. Когда там местные начальники, ну, такого среднего уровня, но они бандиты, значит, у них логика такая, и они меня воспринимали как товарища из центра. И думали, что я, значит, там, Комиссар. да, пью чаи с Путиным, и вот так, как ходаки Владимир Ильич Ленин. Передайте в Москву. Да. Они говорят, ну, Путин молодец, конечно. Вот он всем дал по морде, но почему за наш счет? Нам нужны деньги, чтобы, они так по-простому говорят, чтобы вот этих лохов на автобусе возить в школу, там поликлиники им нужны. Мы, значит, здесь работаем, да, а налоги у нас туда. Да. Они убеждены, что у царя-батюшки где-то есть отдельная машина, из которой он вот эти... Ну, в какой-то мере это так. В некотором мере, да. Это так и есть. Да, эта Логика машина такая, называется олигарх. Да, молодец. Ну, а поделись. Да, а мы-то почему? Значит, да, отлично, мы очень тобой горды и счастливы. Но бабла бы нам оставить неплохо. Слушайте, а вот существует какой-то закон там политологический, не знаю какой. Вот Дмитрий как бы разбил 20 лет на 2 десятки. Да? Ну, условно, конечно. Да, ну, условно, конечно, да, что вот первые 10 хорошие, вторые 10. Закон, я имею в виду, что любая власть или любой человек у власти, любых качеств, гениальности и так далее, все равно вторая десятка, все равно 20 лет это много. Нет, предел вообще это 10-12 единоличного управления. Потому что за этим происходят следующие вещи. Значит, во-первых, это личностная деформация. Она происходит даже в демократических системах, если человек 10-12 лет правит. Второе – это усталость общества. Даже если ты умник, красавчик и везунчик, от тебя начинает уставать. Это было с Маргарет Тэтчер, это было с Тони Блэром, это происходит со всеми, кто задерживается на срок выше 10 лет. Это сейчас, кстати, с Меркель тоже происходит, поэтому она, хоть это по причине болезни, она вовремя уходит. И это известно на самом деле не из какой-нибудь политологии, это известно из культурной антропологии, из этнографии, я бы сказал, из психиатрии и психологии.
Вот То есть это, скорее, это не политика, а это скорее не связано с политикой. Просто в человеческая природа. в авторитарных системах это, естественно, происходит с большей выраженностью. Потому что человек вроде как уже пересидел, ему пора бы уйти. Вот мы же неспроста говорили, вот 8 лет бы он просидел, ушел, мы бы сейчас о нем точно бы говорили иначе, да? А в демократических системах вы можете просто сместить лидера. Это большое преимущество. В этом смысле демократическая система, она просто гораздо функциональнее. Она эффективнее. Там больше сдержек, противовесов, ограничителей. Да, там нет единого. Авторитарное преимущество власти. то и колоссальное. В ситуации кризиса это внешнеполитических проявляется. В России быстро принимают решения. Быстро. И дистанции между обсуждением, принятием решений и реализацией практически нет. Поэтому Россия вела войска в Афганистан. Захотела взять Советский Союз в Крым, захочет, ведет еще куда-то. А в это время на Западе только начнется длительный процесс согласования, обсуждения в парламенте, дискуссии в масс-медиа, а уже все будет сделано. Вот в этом единственное преимущество авторитарной системы. И поэтому многие западные политики, даже вполне себе демократы, втайне Владимиру Владимировичу завидуют. Что он от всех этих сдержек противовесов избавлен. Это, понимаете как, все правильно, согласен. Но это игра для спринтера. Прибежал, сожрал. Это не марафон. А в марафоне ты все равно проигрываешь в результате. В марафоне, да. Потому что в марафоне, если говорить о марафоне стран, наций, экономическая мощь, да, и технологическая эффективность становятся ключевыми факторами. У вас может быть прекрасная военная машина, но если у вас нищает население и разрушаются социальные структуры, зачем вам эта прекрасная военная машина? А возможно ли марафон без финишной ленточки? Я имею в виду не финишную ленточку, конечно, а возможно ли марафон без морковки, да, к чему бежать? Только такое и бывает. Может быть, она и нарисована, какая-то морковка, но ты же живешь, проживаешь свою жизнь, умираешь, морковки никакой не получаешь, кто-то еще начинает жить. Нет, я имею в виду марафон такой, возможно, стратегия. Подкрепление должно быть. Вопрос в том, из какой мотивации это подкрепление выходит. Вот, допустим, для Путина самоценно восстановление статуса великой державы. Оно лично для него самоценно. То есть это марафон для Путина или марафон для России? А для России восстановление статуса великой державы, гордость, это лишь частичная задача. Вообще люди наши ничем не отличаются от людей в Польше, во Франции, в Германии. Они хотят жить хорошо. Они хотят больше зарабатывать. Они хотят гораздо лучше одеваться, они хотят ездить по миру, они вообще-то хотят иметь эффективное местное самоуправление. Запрос на это есть, чтобы влиять на решение своих локальных проблем. Хотят свободные выборы, они все хотят. Им могут не нравиться сами слова демократия, особенно либерализм, но все, что касается ценностей демократии и либерализма, с моей точки зрения, общество готово и уже приняло. Оно просто называет это несколько иначе. Люди хотят того же, что все другие европейские нации. А мы чем гордимся? Это же очень показательно. Для нас единственная общенациональная, если за это слово скрепа, это победа, День Победы 9 мая. Но это же Бог знает когда. И это принадлежит не нам. А французы и немцы гордятся, и американцы, и британцы совсем другими достижениями. Вот вы знаете, слушаю и соглашаюсь с той частью моего мозга, которая принадлежит Москве. Для крупных городов, для той аудитории, которая нас слушает, это абсолютно так, как вы говорите. Но я значительную часть жизни провел во время экспедиции в Средней Азии и дальше туда, в песках. А там немножко другая история. То есть все-таки система ценностей, она меняется от места к месту, от исторической традиции. И у нас в этом проблема, потому что вот то, что мы называем нация, она же включает в себя и дагестанцев, и чеченцев, и там... Ничто не объединяет. Нет, есть что-то объединяющее. На идейном уровне. Кроме того, что все хотят жить лучше. Нет, они тоже хотят лучше, они тоже хотят независимости. Но это не может быть идеей... Но у них есть свои претензии к Москве.
Они считают, что их раздели, обманули, там еще, они великие, выдающиеся. А здесь считают, хватит кормить Кавказ. Да, здесь наоборот считают. И это тоже существенный очень момент, который нас разъединяет. И когда Валерий говорит, что война, да, к войне все относятся с уважением. К товарищу Сталину. Но поговорить с товарищем Сталиным, с чеченцами там, или с ингушами, или... кстати, да. У них, калмыками. да, у них несколько иное отношение к этой идеологии. Так что у нас еще, понимаете, мы же европейцы, но с раздвоенным сознанием. Вот, это есть. И это тоже согласен. надо иметь в виду. И это проблема, которую Путин решает авторитаризмом. А вот если бы у нас была реальная европейская демократия, то что было? То вовсе не факт, что в Чечне проголосовали бы за промосковского политика, а могли бы проголосовать за любого крайнего фундаменталиста исламского. Да, национально ориентированного. И поэтому мы с вами, как либеральная публика, я, кстати, абсолютно не фанат Владимира Владимировича Путина, мягко говоря, да, но я понимаю его логику. Он предпочитает держать Кадырова, который контролирует ситуацию, не позволяет там сформироваться гнездам исламского фундаментализма. Он готов ему платить деньги, готов закрывать глаза на его коррупцию, готов закрывать глаза на его преступления. И это проблема просто технической организации политического пространства. Я не уверен, что чисто либерально-демократический подход смог бы это пространство сохранить в единстве вообще. Вот в чем штука. В чистом виде вряд ли, я соглашусь. А нет ли у него такой идеи, путь, как бы все говорит, что он хочет, с чем он хочет войти в историю, да? Он не хочет войти разрушителем. И, да, и вот это все, в том смысле, что он все это делает для того, чтобы всеми силами сохранить Россию. Да? Как он ее мыслит. Как он ее мыслит, он ее мыслит как сотрудник определенной системы. Тем не менее, чтобы она не развалилась. Ну, конечно. Чтобы она не развалилась. И желательно расширилась. Это как раз страх, который очень силен для него. И это для этой корпорации, да, что не дай бог те слова были не случайные. Нет, они, конечно, были совершенно не случайные. Да. Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Совершенно верно, он и действует. Другое дело, что, опять же, в длительной перспективе методы, которые кажутся кратковременно эффективными, вдруг начинают проигрывать. Ну, по крайней мере, я согласен полностью с Дмитрием в том, что Россия слишком сложная страна. Но это не означает, что в России нет значительных количество регионов, готовых вполне к демократическому управлению. Конечно, есть. Они есть. Большинство даже. Даже большинство. По крайней мере, Урал, значительная часть Сибири, европейская. Я уже не говорю о Москве, Петербурге, там, Нижнем Новгороде, крупнейших европейских городах. Поэтому, если бы речь шла о неком дифференцированном подходе, он мне был бы вполне понятен. Но когда вы начинаете ко всем подходить с одной меркой, объясняя это вообще мифологизированным во многом страхом, во многом мифологизированным, да, то в конечном счете это обрекает вас на то, что вы окукливаетесь и оказываетесь в тупике. И теперь нам, чтобы из этого тупика выходить, мы не сможем в эту стену долбить головой, это совершенно очевидно. И поэтому мы утеряли историческое время. Это вот это самое обидное из того, что можно сказать о последних 20 годах. Вот совершенно очевидно, что последние, по крайней мере, 10 лет для нас утеряно. Для развития технологического и экономического, для отношений с миром, потому что мы испортили нашу репутацию, ну, если не безвозвратно, то на десятилетия вперед. Не только страновую, но и репутацию общественную тоже. Ну, надо отдавать себе в этом отчет. А вот это не такая мантра, которую мы привыкли повторять, вот это, что мы отстали технологически в глобализированном мире, когда все технологические достижения моментально становятся достоянием всех. Ну, цап-царап. Цап-царап, но надо еще цап-царап, ну, хорошо. Нет, в конце концов, мы покупаем телефон. Да, ну... Совершенно верно. А производить-то мы сами что будем? Это понятно, что Россия будет долгое время оставаться сырьевой страной. Но это не означает, что надо отрицать необходимость машинной индустрии. Если мы молотки покупаем в Китае, а мы молотки покупаем в Китае, мы не делаем у себя. Согласитесь, это довольно Китай странно. Тоже делает это потому странно. что вот Китай-то у всех цап-царап. Но он это осваивает, а мы можем это, как это даже при советах было, вы можете позаимствовать, в кавычках, некие передовые достижения, но вы не можете их воспроизвести. А нужно ли? Ну, вопрос уже философский. Многие вещи, конечно же, нужны.
Проблема-то в том, что... Извините, а мы будем производить культуру. Вот, как раз, да. И режиссер Серебренников, я придумал. пример производства. Обозначьте, пожалуйста. А они будут нас покупать, да, вместо какого-нибудь там Бродвея. Мы будем производить Эрмитаж. И Голливуда, да. Большой Вот театр. эта история последняя с компанией NGNX, да, вот, сервером, да. Ну вот, пожалуйста, оригинальный высокотехнологичный продукт. И что в результате? Приходят следователи, говорят, так, это теперь сомнительно, что это ваше. Это же, это потрясающе. Я хотел бы к культуре вернуться. Это же в нас говорит советский пережиток, что самая культурная, самая читающая страна в мире. А американцы, они тут жрут бургеры, и ничего их не интересует. Ну, конечно, это нет. И мы их сейчас своей культурой завалим просто. Ужас-то в том, что уже никому. Столетней давности культура, может быть, кого-то интересует, да и то не уверен. А нынешняя, извините, это не экспорт, не конкурентоспособный продукт. Ну, за исключением отдельных представителей. В широком смысле широком процесс смысле я в Штатах согласен. производства культуры значительно лучше поставлен, чем у нас. И она очень разнообразна. Кино. И Голливуд, и театр, и музыка, и книги, и литература, и поэзия. Там да, такое количество поэтических клубов, Что книжных мы будем магазинов. Михалкову Стипендий для поэтов, в конце концов. Где у нас стипендии для поэтов? Значит, найдется? Михалков. И Михалков, как режиссер, в конце концов, достаточно много Ну, у меня по завоевал этому поводу призов свое там и так мнение. далее. Ну, лучшие как бы экранизации вы к нему не Чехова относились? принадлежат ему. За валюту Это было я- давно. Лучшие экранизации Чехова принадлежат Михалкову. Но это было давно. За валюту я бы его покупать не стал. За рубли еще Вы может уже быть. купили. Да. Ну ладно, бог с ним, проехали. А я хотел бы зацепиться за идею о том, что время теряется. А это соответствует вот нашей такой, я бы сказал, евразийской системе ценностей. Пространство важнее времени. Важнее, да? Значит, мы прихватили Крым, забыли, что мы потеряли Украину, забыли, про это не говорили. Ну, Крым- Забыли о том, что у нас не освоенный Сибирь. Да. Ну, Да, значит, да. и люди аплодировали, потом удивляются, почему мы лучше-то жить не стали. А потому что в 21 веке территория – это то, куда надо вкладывать ресурсы. Не то, что тебе приносит ресурсы, как было в 19 веке, когда все хотели расширяться. А сейчас расширяться, пожалуй, хотим только мы до Китая, не знаю, кто еще. А остальные люди занимаются проблемой интенсификации своего пространства. Не расширения, а инвестиций туда. А мы вот это пропустили. И поэтому время теряем. Потому что мы хотим пространственного величия. А надо бы... Это как-то у Лотмана была такая мысль, причем не его, а какого-то шведского там философа или какого-то там... Хайерстранда, что ли? А? Хайерстранда. Ну ладно, не буду По умствовать. поводу Полтавы. Нет, Нет? это другое. Да, Что я читал. что после Полтавской битвы Швеция поняла бессмысленность внешней экспансии и занялась внутренним развитием. Ну, Поэтому мне не так совсем говорили. так, это там она еще повоевала, конечно. Вы знаете, вот сейчас... Но сам факт, сама идея, да, отказаться от этого ради... Вот и вопрос, на самом деле, вот правильно, это сосредоточиться. наблюдение верное, но вопрос в том, хотим ли мы, как нация, быть как Швеция. Вот не хотим, по-моему, мы все-таки хотим и не можем быть как Швеция. Это дискуссионно. Вот то, что мы можем или не можем, это можно реально дискутировать. Но, по крайней мере, значительная часть людей в крупных городах, это социальный авангард. Они хотели бы жить как Швеция, это совершенно точно. Они хотели бы. Да, вы их пространствами не соблазните. Их, да, они и так живут значительной частью в Европе. Нет, вот когда они заживут, как в Швеции, Ну, хотя бы тогда они захотят еще да. И еще кому-то Тогда и помочь. пространство. Еще Кстати, чего-то. я охотно поверю, что там, условно, очень подняв уровень жизни, очень-очень-очень, ну там в 2-3 раза, тогда могут здесь стать снова популярными идеи, а что же мы? А помните, какое величие было у страны Ну да. там 70 лет назад, да? А почему бы нам не задуматься? Ну, правда, уже это будут другие поколения. Это все равно, что сейчас в Британии говорить о Великой Британской империи, Ну да. в то время как решается А в Литве, актуальная а проблема польско-литовском выхода из княжестве. Евросоюза. Да, и она Великое делается все княжество меньше и меньше. в этом Да, и плане, даже да. там шотландцы уже, сколько там уж, 500 лет части Соединенного Королевства задумывается о том, чтобы его покинуть.
Вот. Это такие очень интересные процессы, совершенно контрастирующие с той ментальностью, которая характерна для правящей группы российского руководства. Конечно, я про это и говорю. Давайте вернемся к нашему герою, или да. к нашим, во множественном числе, к нашим героям. Потому что я хотел вам задать вопрос, который практически всем, когда мы обсуждаем вот более-менее современные события, я вот всем его задаю, так или иначе, в той или иной форме. Путинские 20 лет – это продолжение ельцинских 90-х или отрицание ельцинских 90-х? Ну, я бы сказал так, что это, во-первых, неизбежное явление. В том смысле, что некоторый откат к основам, причем советским, он был неизбежен. Он мог быть даже бы еще в более жесткой форме, если бы, скажем, к власти пришел Примаков или с Лужковым, или тем более Зюганов. Так что, мне кажется, мы еще довольно легко отделались с Владимиром Владимировичем. Еще не отделали. Да, еще получим, на самом деле. Тут заблуждаться не приходится. Кстати, да. Что его как бы слепили, это отдельная история. Но все равно лепили ведь в том направлении. Когда Борис Абрамович Березовский его лепил, он говорил, он должен быть силовиком, он должен быть молодым, он должен быть спортивным, не пьющим. И вот подобрали. Вот Нос Ивана Ивановича. да, вот так вот его примерно сконструировали. И он был совершенно не уверен в себе. А потом, поскольку вокруг него социум, как вы правильно говорили, что вы гениальный, да вы замечательный, да вы всех победили. А экономика росла сама по себе, потому что у нее был... Ну, что верится в этим людям, которые приходят и говорят, вы гениальный. Абсолютно. Он верит им, да. Конечно, каждое утро выстраиваются, докладывают. Вам постоянно говорят, что вы гений. На протяжении 20 лет. Ну, это надо с иронией воспринимать такие. Уже невозможно. Я бы через 3 месяца свихнулся. Вы не такой устойчивый. Нет, он еще долго держался. Молодцом был. Так вот, значит, это естественно. Я не скажу, что это продолжение. Это естественная реакция на ельцинскую политику. Но мне кажется, что любой человек, вставший на это место, так или иначе нащупал бы путь примерно такой, каким прошел Путин. Другой вопрос, что он мог бы остановиться вовремя. Не хватило мужества, не хватило. Он пошел по самому легкому пути. Восстанавливать советские ценности, восстанавливать вот эту вертикаль, опираться на свою корпорацию и становиться все более и более авторитарным лидером. Я думаю, что это в некотором смысле неизбежность была историческая. Хотя я боюсь быть слишком жестко формулированным, да, потому что от личности тоже много зависит. Но, в общем, я думаю, что это логично. Я дам ответ, который мне самому, честно говоря, не очень нравится по типу, потому что путинское правление, 20-летие, это одновременное продолжение Ельцина и категорическое отрицание. Продолжение на самом деле в том, что Путин сохранил верность условно капитализму. Вот Ельцин провел капиталистические реформы, ну давайте пользоваться марксистской терминологией, и эта система сохранилась, хотя она модифицировалась там больше в пользу госкапитализма. Отрицание во всем том, что связано со сферой политики, со сферой масс-медиа, я имею в виду свобода, конкурентность, состязательность и поэтому непредсказуемость результатов. И плюс, что я считаю крайне опасным и пагубным для страны, это оглупление общества. Потому что все, что делает пропаганда, это оглупление общества. И она делает это вполне сознательно. А было ли это неизбежно? С моей точки зрения, это не было неизбежностью. Я могу вам сказать, что если бы преемником Ельцина стал Черномырдин, мы бы точно находились бы в другой стране. Некая реакция на ельцинскую эпоху – это нормально. А на любые интенсивные реформы, вызвавшие социальный шок, неизбежна реакция некоторого отката. Но вот дальше, что происходит, это зависело сугубо от личности, но личность Путина характеризовалась тем, что он представлял интересы корпорации. Влиятельной корпорации и корпорации идеологизированной, которая захотела взять реванш. Если бы это была другая корпорация, или если бы у него не было опоры именно на такую корпорацию, а на совокупность каких-то интересов, исход мог бы быть совершенно иным. У меня в этом нет никаких сомнений.
Ну что, на этом мы будем понемногу завершать нашу беседу. Спасибо вам. Я напоминаю, Валерий Соловей, Дмитрий Орешкин. И я не исключаю, что в том же составе через 10 лет мы здесь соберемся. Да неужели все на ту же тему? Для того, чтобы обсудить 30-летие правления Владимира Владимировича Путина. Не к ночи будь сказаны ваши слова, Виталий. Всего доброго. Это была программа «Дилетант». До встречи.